А вы знали, что кракены совсем не дружат с русалками? Я, если честно, не был в курсе. Но вот DreamWorks в трейлере своего нового мультфильма Руби Гиллман «Кракен-подросток» так и заявляет. Более того, у этих мифических существ не просто плохие отношения, а какое-то глобальное противостояние. Удивительно еще и то, что кракены в этой истории представляются как положительные герои, тогда как русалки, привет Ариэль, напротив вселенское зло. Сегодня в ролике повнимательнее посмотрим на трейлер, поговорим о чем будет грядущий мультфильм, разберемся, кто такие кракены, а также узнаем, неужели русалки действительно могут быть злыми. Погружайтесь в глубины океана, мы начинаем. Проклянут сей день проклинающие, способные разбудить Кракена! И давайте сначала все же поговорим о самом мультфильме, который выйдет на большие экраны уже 30 июня. Руби Гиллман — 16-летняя девочка-подросток, отчаянно пытающаяся влиться в общество таких же, как она, тинейджеров школы Oceanside High. Однако в основном она чувствует и ведет себя эдакой невидимкой, стоя скромно в сторонке и не попадая в центр внимания. Ситуация усугубляется еще и тем, что мама Руби не пускает дочь на пляж, где как раз таки тусуются все ребята. А все из-за жесткого запрета приближаться к воде. Основной сюжет начинает динамично развиваться как раз таки с нарушения этого запрета. Руби предстоит узнать, что оказывается она является прямым потомком королев воинов Кракенов. А раз фигурируют королевы, значит она еще и на трон претендует и должна когда-то занять место своей бабушки. Тут у меня сразу, разумеется, возникает вопрос, а как так маму пропустили? Но, скорее всего, в этой истории кроется какой-то семейный конфликт с последующим уходом мамы от бабушки на сушу. Но что вообще за королевство такое подводное и зачем кракенам воины? Дело в том, что когда-то давно кракены поклялись защищать все океаны мира от тщеславных и жадных до власти русалок. Эта борьба между осьминогами и рыбами, ну их же можно так назвать, длилась веками и, наверное, в новом мультфильме достигнет своего апогея. В жизни же конкретно Руби есть одна конкретная надоедливая русалка Челси. Она эдакий антипод нашей главной героини, популярная яркая душа компании с лидерскими качествами. Другие ребята стараются ей подражать, бегая за Челси буквально табунами. Но вообще я так подозреваю, что нам хотят поведать не только историю бойни русалок и кракенов, а возможно что-то про взросление, взаимоотношения в семье и может быть даже любовь. Ведь Руби влюблена вот в этого паренька-скейтера, она его еще по математике подтягивает. У вас сейчас могло возникнуть ощущение, что я уже посмотрел мультфильм и выкладываю вам сюжет. Но нет, это все вычерпано из трейлера и описаний, которые предоставил сам DreamWorks. Возвращаясь к сюжету, мне еще симпатизирует то, что главной героиней будет, во-первых, скромный персонаж, без лишних понтов и всяких там странных заскоков, а во-вторых, то, что она кракен. Вы много знаете кракенов в мультипликации, да еще и в главной роли? Мне вот на ум сейчас даже ничего и не приходит. Если знаете, напишите в комментариях. Можно, правда, было бы Урсулу из «Русалочки» сюда приплести. Нет, ну а что, она наполовину осьминог, чем не кракен. Забавно, что в предыдущем ролике, где мы с вами обсуждали трейлер нового фильма «Русалочка», я предложил болеть за харизматичную злодейку, но посетовал, что так как она антагонист, это гиблое дело. И каково же было мое удивление, когда, сделав ролик, я наткнулся на новый трейлер, где кракены положительные герои, а русалки наоборот вселенское зло. У меня даже промелькнула мысль, что DreamWorks так стебется над Диснеем. Так, ну хорошо, а собственно кто такие эти кракены? В самом начале трейлера нам говорят, что мы, людишки, ничего не знаем о глубинах Мирового океана и совершенно неверно представляем себе тамошних обитателей. И действительно, ведь на самом деле кракен — существо мифологическое, такой, понимаете ли, предмет суеверий и легенд бывалых моряков. Впервые об этом чудище было написано в рассказе о путешествиях некого Франческо Негри более 300 лет назад. Ну а дальше пошло-поехало. Большую роль в пиаре гигантского монстра-осьминога сыграл норвежский епископ Понтопидану. Как раз именно он описал кракена таким, каким монстр в дальнейшем изображался в большинстве фильмов, например, в «Пиратах Карибского моря». Несколько позже все это дело подхватили и такие известные писатели, как Виктор Гюго и Жюль Верн. Но если так подумать, не на пустом же месте рождаются легенды. Некоторые считают, что моряки в те времена могли видеть гигантских кальмаров, которые действительно существуют. Хотя едва ли такие твари могли топить корабли. Да и вообще, когда ты уже не первую неделю в плавании и, например, все затянуто туманом, и не такое померещится. В этом отношении русалки куда более известный вид мифологических персонажей. Они намного чаще встречаются в различных легендах, историях и, как следствие, в фильмах, мультфильмах и сериалах. Я думаю, что все вы хорошо себе представляете, кто они такие и как выглядят. Но вот что интересно, это для вас больше положительный образ или же хвостатые вполне себе могут быть злыми? Тут ситуация двоякая, потому что в зависимости от мифа или легенды
легендой, они ведут себя по-разному. При этом, возможно, даже чаще русалок ассоциируют все же с опасными событиями, такими как наводнения, шторма, кораблекрушения и утопления. Я думаю, что если прошерстить все подобные старинные истории, то русалки погубили куда больше мореплавателей, чем кракены. Так что то, как представлены герои в новом мультфильме, вполне имеет место быть. И как я уже сказал ранее, я даже рад, что главная героиня именно кракен. Правда, стоит все же отметить, что кракены в этом мультфильме несколько отличаются от легендарных описаний и представлений. Они поменьше, куда более симпатичные, Руби так вообще милашка, и что самое удивительное, обладают рядом суперспособностей. Честно скажу, как по мне, последний пункт лишний. Просто авторы как-то перебрали немного с количеством навыков. Тут бабушка учит внучку пользоваться камуфляжем, суперскоростью и броней. Ах да, и лазерами из глаз. Оставили бы что-то одно, а то какой-то слишком мощный персонаж выходит. И русалок это, между прочим, тоже касается. Вы только посмотрите на нее. Ну а в основном мне трейлер понравился, и я с нетерпением буду ждать выхода мультфильма. Если говорить о том, на какие другие мультфильмы может быть похожа картина, то это скорее всего «Я краснею» и «Лука». В случае с «Я краснею» то также история про взросление, гиперопеку матери и, что самое главное, принятие себя таким, какой ты есть. У Мэй это была красная панда, ну а у Руби, соответственно, кракен. Похожесть же с мультфильмом Лука заключается в том, что оба главных героя морские монстры, которые меняются под воздействием воды. Интересно, что Луку родители не выпускали на сушу, а вот Руби наоборот нельзя контактировать с водой. Ребята, что вы думаете о концепции нового мультфильма? Нравится ли вам главная героиня, завязка истории, окружение? Обязательно напишите в комментариях. А также расскажите, каким морским существом, антропоморфным разумеется, вы хотели бы быть. А на этом у меня все. Большое спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, оставлять комментарии и тыкать в колокольчик. Все нужные ссылки у нас, как обычно, в описании, в том числе на телеграм-канал. А с вами был Люк. Всем до следующего ролика. Всем пока.